Всем привет, друзья! У нас сегодня опять замечательная погода. Ну, собственно, уже вторая половина зимы. И так будет теперь все чаще и чаще. А я все чаще замечаю, что у нас погода просто суперская. Посмотрите, какое море. Там в стороне Эрдемля оно такое переливающееся, блестящее. Тут такое голубенькое, класс. Вот, Миша меня угостил вот такой штучкой. Вернее, я у него забрала. Тут еще некоторое количество у нас осталось этого. Сладостей корейских. Кимчи даже есть. Вот. А вот это напиток женьшень. Это то, что мы... А вот это сухофрукты из женьшеня. Это то, что я из России привозила. Вот. Как-то так. Упс. Сейчас с Алексеем, может, на рынок пойдем? Давненько я не была на рынке. Поздоровайтесь со зрителями. Всем привет, всем доброго времени суток. Садитесь слова учить. Дети слова учат, немножко мы тетрадь у Олега кончилась, представляете? Общую тетрадь уже исписал, изучая турецкий язык ребенок. Вот, и мы сегодня должны пойти на рынок, а потом еще тетради купить им. Мне тоже уже почти. Поздоровайся. Здрасте. Расскажи что-нибудь по-турецки, чтобы понимать, зря или не зря мы тетради покупаем. Ben Turçu bilmiyorum. Bilmiyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorsun? Bilmiyorum. Şimdi bilmiyorum. Sonra belki biliyorum. Будущее время как будет? Забыл. Олег, будущее время проходили? Йор добавить надо. Очаг, нет? Нет. Йор. Очаг. Кушать надо. Все, пора кушать. Этот ребенок только про кушать и думает. Да? Кто тебе разрешил в шкафах лазить? М? Давай сюда конфету вторую. В общем, ладно. Олег себе вытащил клубничку. Вот чем я хотела с вами поделиться. Мы сегодня померили Олегу мочевую кислоту. И что вы думаете? Мочевая кислота Олега пришла в норму. Все нас так не понимают, так ругают. Что вы сидите в этой Турции? Скукотища, холодрыга. Друзья мои, мы сидим вот для чего в этой Турции. Клубничка наша, вернее, вот эта вот турецкая, помогает Олегу понизить мочевую кислоту. Кто нас смотрит давно, тот знает, что руки грязные убери. Кто нас смотрит давно, тот знает, что руки грязные. Возьмите приборы, что вы все пальцами лезете? Положите ложку, берите ложку. Чайную ложку. Вилкой. С ложки она упадет, а вилку воткнут. В общем, кто нас смотрит давно, тот знает, что мы... Она уже разморозилась? Она не разморозилась, Миша. Там что-то можно поесть, что-то нет. Так что-то нет, пускай она то, что можно поесть рукавами прям в клубнику. То, что можно поесть, пускай она тоже остынет. В общем, кто нас смотрит давно... Дети, идите отсюда, вы не мешайте. Кто нас смотрит давно, тот знает, что в какие только частные клиники мы не обращались, какие только профессора нашего Олега не смотрели, и какие только веганские, вегетарианские диеты нам не выдумывали, ничего нам помочь не могло. Мы приехали в Турцию, вычислили, что клубника и вишня понижают мочевую кислоту. Вот, но вишню не удалось заморозить, а клубнику нам и друг Ирай в зимний период, в декабре вот мы ее купили, помогает доставать. Вот, и Олег кушает регулярно клубнику. У него понизилась мочевая кислота до уровня нормы. Для его возраста реферальные значения нормы от 140 до 280 миллимоль. А сегодня утром было 253 миллимоль. Представляете, впервые вообще за всю историю нашего наблюдения за Олегом, а это уже длится, сколько, Леш? Третий год, наверное, да? Когда они аппендицит вырезали? Ну, в общем, это уже третий год. Да.
Ну, больше 2 лет, короче, мы его уже наблюдаем. И за всю историю, вот, впервые мы в пределах реферальных значений сегодня. Так что, Олег, я тебя поздравляю. Турция тебе идет на пользу. Да. Он и поправился у нас в Турции очень сильно. Килограмм на сколько? Сейчас сколько весишь? Около 60? Да. Килограмм примерно на 10 точно. Килограмм на 10 он у нас поправился. А сколько ты сейчас весишь? Иди взвейся. Ну-ка, давай. Я вешу 40. То есть он всегда весил... Сколько ты всегда весил в России? 53. 53, 54. 53-54. Ну тогда ты сейчас еще не поправился на 10. Сейчас посмотрим вместе Давай, со может, зрителями. я скину, а то... Давай, не надо ничего скидывать. Ладно. 64. Ну вот сейчас килограмм скинь. 59 он весит. 59,5. Да. Он и поправился очень сильно у нас в Турции. Я чуть-чуть поправила. Хотя я не могу сказать, что ты прям больше стал есть. Ну, да. Ой, не снимаю тебя. Я не могу сказать, что он прям стал больше есть или там рацион поменялся. Рацион поменялся. Исчезла у нас полностью исчезла свинина. Вот. Я 45. нормально. 44 минус одежда. Жесть! В 9 лет 44 килограмма. Зато рост какой. В общем, 147 у меня рост. на пользу идет Олегу Турция. Вот поэтому мы здесь и торчим, друзья мои. В том числе поэтому. Это очень немаловажная причина, по которой мы торчим в Турции. Ну, я вообще тебя скоро Вот как-то обгоню. так, друзья. Иди обгоню. О, сейчас покажу. Сегодня такая классная погода была, а мальчики, как вот наступило уже у нас 6 часов вечера, гулять собрались. На Смурфика похож. Да? Папа Смурф и Миша Смурф. Ой, И мама Смурфиха. Мурфета. Мурфиха. Смурфиха. Смурфиха. А Олег? На кого похож? Смурфик силач. Муж Ворчун там был какой-то. Да? О, да, точно, это Миша. Это Олег. Че это Олег? Олег Смурф. Кто там был умный Смурфик? Да. Кто? Смурф Олег. Смурф умник. Умник. Олег Смурф умник. Ты Смурф Ворчун, а папа Смурф. Нет, папа Смурф Ворчун. А Олег Смурф. Смурф. Умник, а я Смурф. Я кто Смурф? Какой я Смурф? Ладно, идите, все. Сейчас Пошли, робота Смурф. запущу. Мужчины мои ушли. Я убрала опять технику на балкон. Подняла стульчики и делаю уборку. Да. Не люблю я убираться. Вообще не мое. Вот, поэтому это была моя мечта. Так как у нас в Турции нет ковров, и слава богу, этих пылесборников, да? Я не люблю ковры, не знаю, почему у нас в Подмосковье везде все было застелено коврами. Вот, но как-то так. Да, у нас там были ковры. Ковры он не чистит совершенно. А вот по керамограниту, по ламинату пройтись, собрать грязюку, собрать не грязюку, мусор, соринки какие-то. Это прям вот его. Поэтому в Турции я им пользуюсь активнее и с большим удовольствием, чем в Подмосковье. В Подмосковье он у нас долгое время стоял вообще без работы. Вот. А так он ходит, в принципе, соринки какие-то с ламината, с плитки собирает. И визуально дома становится чище. А также мне нравится, что он заезжает под кровати. Видите, под кроватью есть пространство. Здесь конкретно он не может залезть, потому что маленькое пространство. Но вот, например, под пуфом он залазит туда. И пыль тоже собирает оттуда. Как-то так. Это мне очень и очень нравится. Я просто с порога, здесь какие тапки были, все туда в ванную комнату закидываю. Через порожки он не проезжает. В принципе, здесь есть тоже режим порожки, чтобы он такие невысокие порожки проходил. Вот. Но мы не включаем. Здесь в Турции нам нормально. Нам не надо, чтобы он на балконы ходил и в санузел ходил. Поэтому мы не включаем этот режим. На пороге он не залазит. Все, что ему может потенциально помешать, я вот так закидываю в санузел.
Вот это наш утеплитель, я вам показывала. И он ходит вокруг да около, вот так вот собирает мусор. Мне прям вообще нравится. Дома чисто, при этом я не делаю практически ничего. Тапки раскидала в санузел, технику убрала, стулья подняла, все. Больше ничего не делаю. Как-то так. Я здесь подготовила, вчера у меня не получился рецепт, я его переснимаю. Подготовила уже ингредиенты. Сейчас все это дело буду обжаривать. Алексей мне принесет снова сливки из магазина. Здесь сыр натерла. Вот, и я буду заново делать пирожок. Олег мне помыл форму, в которой я делала пирожок. Эту форму, кстати, мы покупали в Болгарии. Слушайте, какие классные были времена. В Несебре, по-моему, покупали. Ездили, катались, выбирали себе красивую посудку. Супер классные времена были. Сейчас тоже супер классные времена, потому что живем на берегу моря. Все хорошо, друзья. Морешко сегодня у нас вот так вот сливается с небом. Ребята мои кататься на велосипедах пошли. Любят они это дело. При том, что, знаете, также они любят активные зимние виды спорта. Но я смотрю по ним, они совершенно по этим развлечениям не скучают. Вот. Я никогда с ними не участвовала, хотя у меня и коньки есть, и лыжи есть. Я никогда с ними не ходила, потому что не умею ни на коньках кататься, ни на лыжах кататься. Они каждые выходные куда-то гонялись. Каток не всегда был. Каток у нас там буквально в Подмосковье от нашего дома в 5 минутах ходьбы заливали каток. Там, по-моему, хоккейная площадка в летний период. Эта площадка как хоккейная функционирует, а в зимний период заливают каток. Вот. Но не всегда там можно попасть, чтобы он был прям идеально залит. То он там подтаял, то он там заснежен весь, то еще какие-то причины. Ну, то есть на каток у них получалось реже сходить, чем на лыжи. А лыжи тоже в 5 минутах ходьбы за Олежкиной и Мишуткиной школой лес. И вот туда они в лес на лыжи ходили. А также мы любили ходить, кататься на ватрушках. Ездили мы специально в Елагино парк. Это в Наро-Фоминском районе, туда, в сторону Наро-Фоминска. Вот. А также у нас есть свои ватрушки, 2 большие. И если мы находили адекватную горку, то могли пойти на своих ватрушках тоже покататься. Да, активный образ жизни мы вели, в том числе и в Подмосковье. Но дети вообще не скучают. Я не знаю почему. Может быть, пройдут года, и они заскучают по этим видам спорта. Вот. Но опять-таки в любой момент мы можем, если будет такая возможность, в любой момент мы можем купить билеты и уехать в Россию. Не можем. Обманула вас. Не можем, потому что ходим в частную школу в Турции. Ну вот на каникулах, чисто теоретически, 2-недельные каникулы зимой в турецких школах. Чисто теоретически можно будет на 2 недели, например, уезжать в Россию ради того, чтобы покататься, покуролесить, в снегу поваляться. Вот, если будет такое желание. Но пока я не вижу ни у кого такого желания. Ну и пока возможности, к сожалению, нет. Но она появится, я уверена в этом. Обязательно она появится, но чуть позже. Но желания я не вижу у ребят, понимаете? Желания не вижу у ребят, им намного более весело получается ходить на набережную и гоняться на велосипедах. Спасибо нашему другу Ираю, что у нас есть 2 велосипеда. Один наш личный, а один нашего друга Ирая, и мы им пользуемся как своим. Ну, собственно, нам так было велено. Друг так велел. Вот. Поэтому дети катаются. В первое время, когда друг не привез велосипед из Аданы, первое время они катались по очереди. А потом друг привез, я так поняла, в большей степени он привез этот велосипед для нас. И мы им пользуемся как своим, поэтому дети катаются теперь одновременно на набережной. Все у нас классно, друзья. Ну что, девчонки, как вы думаете, чем занимается Ольга Ким? Ольга Ким занимается приготовлением не получившегося вчера рецепта. Вот. Мой помощник уже убрался, дома чисто, красота, лепота. Ничего не делала, а дома чисто, я обожаю его. Это не реклама, никому его не навязываю, не рекламирую, потому что сама много лет им не пользовалась. Мы купили году, наверное, в 2015-м, а пользоваться активно я начала только сейчас, потому что дома нет ковров. Как-то так. А у меня курочка жарится.
Сейчас уже ребята должны мои прийти. Все уже нарезала, все подготовила. Вот, готовлю, короче. Куплен в 101. Ой. Мигрос закрыт. Угу. Этот, Картошку нашел? картошку я купил здесь на районе в шоке. Я его на рельсе привез, потом еще катал в машине. Пакет порвался, я какой-то у себя в кармане нашел, вот принес в таком пакете. Понятно. Слушайте, друзья мои, знаете, что я хочу? Я скучаю по России, я хочу рульку, и я хочу находить продукты в любом магазине. Ёшки-матрёшки, как меня это раздражает ситуация. Короче, я вам показывала, что не получившийся рецепт. Кого снимаю? Алексея, себя буду снимать сейчас. Я вам рассказывала, что не получившийся рецепт переснимаю. Потому что сливки, блин, 35% мне вчера Леша принес, не текучие. Они их вот так коробку переворачиваешь, полностью отрезаешь, короче, коробку переворачиваешь, а они там не вылазят оттуда. Я их разбавляла молоком. В итоге у меня... В процент не попало. В процент не попало, да, и в итоге у меня ничего там не застыло. В общем, все было жидкое в пироге. Короче, я говорю... У меня в рецепте 20% сливки. Купи мне, пожалуйста, 20%. Безусловно, я, когда буду снимать рецепт, я скажу, что у меня, что надо брать 20% сливки. Но сейчас опять буду разбавлять с молоком. Не знаю, если опять не попаду. Я говорю, купи мне в магазине 20% сливки. А я знаю, что с 20% сливками получается этот рецепт. Короче, он оббегал все магазины района на велосипеде, потом приехал, взял машину, поехал еще на машине в большие эти магазины. Мигрос на трассе он поехал. Нет 20% сливок. Капец, как вообще я скучаю по России и по российским продуктам. Кто-то сегодня разговаривала с соседкой из Б-блока. Она говорит, как же я скучаю по Турции, как же я скучаю по России. Вот, но в любом случае, как бы я ни скучала, мы пока здесь привязаны теперь к частной школе. До конца года мы ее проплатили. Будущий год, не знаю, будем проплачивать или не будем проплачивать, но факт в том, что лично мне не хватает продуктов из России. Я не могу здесь много чего найти, много-много чего не могу найти. Я хотела к новогодним рецептам приурочить классный рецепт утки нашла. Ну, банально, я не нашла утку, блин. Это какой-то трэш, я не знаю. Турция вроде как настолько, блин, ну, всегда в моем понимании была продвинутая, такая приближенная к европейской стране страна. Но много чего я здесь найти не могу. Из-за чего страдаю? Потому что являюсь кулинаром, и мне много чего нужно, а много чего найти не могу. Уф, как-то так, друзья. Дети учат турецкий активно, все в Турции счастливы. Я только не могу сказать, что я здесь счастлива на 100%. Мне хорошо здесь, да, здесь моя семья, мне здесь нравится больше наша квартира, чем подмосковная. В Подмосковье мне в квартире единственный момент нравится, так это ее локация. Потому что 2 минуты школа, 2 минуты детский сад, 3 минуты Сбербанк, минута почта, 3 минуты любые эти сетевые магазины, Магнитов 2, Дикси 2. Короче, все у нас там хорошо в плане вот инфраструктуры, да. В 7 минутах ходьбы торговый центр, лента. В торговом центре обещали нам кинотеатр будет. Ну, то есть инфраструктура сейчас скажу, где-то минут 15 ходьбы поликлиника, 10 минут ходьбы, может даже 7 минут ходьбы спортивный комплекс, больница, то есть там есть все. Мне прям вот идеальная квартира в плане месторасположения. Вот. Но мне много чего в той квартире в подмосковной не нравится. Здесь мне нравится в этой турецкой квартире абсолютно все. Мне здесь, с одной стороны, хорошо, просто вот не хватает вот этой вот инфраструктуры подмосковной. Поэтому я не знаю, как дальше будет складываться наша жизнь, куда нас принесет в следующем году, но
Я крайне возмущена и недовольна. Я понимаю, что никто в этом не виноват, и никто ничего исправить не может. Ну, вот просто я злюсь на ситуацию, скажем так. Буду снимать рецепт, я говорю, если опять такая же хня получится, как вчера, ну, просто не будем, выкинем этот рецепт в помойку. Ну, естественно, продукты не пропадают, мы это все съедаем, это все вкусно, и дети с удовольствием едят. Но это все не так, как должно было быть, вот. А я люблю, чтобы мои рецепты были идеальны. Как-то так, друзья. Поэтому, если опять не попаду в процентовку, будет опять жидкая там все начинка, то, соответственно, вам я этот рецепт не покажу. Ну, а пирожок мы в любом случае съедим. Будет обидно, потому что я уже второй день работаю над этим рецептом. Будет обидно, но ничего не поделаешь. Это вот минус жизни в Турции. Огромнейший минус для Ольги Кулинара в жизни в Турции. Вот. Только я проворчала на обстоятельства. Я даже усилий не прилагала. Ёшки-матрёшки, что такое вообще? Что сегодня за день? Походу, мне не надо сегодня продолжать рецепт снимать. Такое у меня чувство. Что такое? Сломалась лопатка, представляете? Я не прилагала вообще никаких усилий. Какого черта? Мне кажется, либо черт, либо какой-то другой злой дух. Так, злой дух, выйди отсюда нафиг. Выйти, демон! Ну, короче, у меня... Миша, выйди. У меня предыдущая лопатка тоже сломалась, но она сломалась как-то более удачно. Вот здесь кусочек был более длинный. Ну, эту лопатку я выкидываю, да, Лёш? Ничего не сделаешь. Уже заклеить ее невозможно. Это проверено. Короче, все, минус лопатка. А? Ты все кинул лопатку или только ручку? И ручку, и лопатку. Ну, а что уже сделаешь? Как я ее работать буду, если там очень-очень короткий этот остался? Палочка очень короткая. Руки вверх, А где у меня желтая лопатка? руки вверх, Помойте. Вставайте. руки вверх. Короче, вот такие дела у меня.